Всем здравствуйте! С вами астротаролог Ева Вирга. И сегодня мы с вами посмотрим таро-расклад для близнецов на октябрь месяц с 17 по 23 число. Буду ждать ваших комментариев о том, как именно проиграется эта неделя конкретно для вашего знака зодиака. И хочу напомнить о том, что все мы разные, и поэтому расклад может проиграться, а может нет. Так как расклады общие, а не конкретные персональные для определенного человека. Может проиграться полностью, а может частично. Вот поэтому мне интересно будет почитать ваши комментарии. Я вам буду очень признательна, если вы в комментариях оставите обратную связь, как проигрался именно этот таро-расклад на эту неделю. Будет очень интересно почитать. И хочу напомнить о том, что все мы разные, и поэтому расклад может проиграться, а может нет. Может как-то пойти полностью. Первая карта у вас выпадает тройка жезлов. Тройка жезлов говорит о дальнем пути, о 3 путей решения в сложившихся вопросах. У вас будет достаточно сил и достаточно энергии для разрешения каких-либо ситуаций, может быть конфликтных ситуаций, может быть связано с работой, может быть связано с дальним следованием. Кстати, по тройке жезлов, может быть, вы узнаете какую-то новость издалека или наоборот куда-то сами поедете. Может, у вас с кем-то совместный проект, и в нем задействовано как минимум 3 людей. Может быть, это сплочение коллективов ради какой-то общей идеи, и эту идею вы будете воплощать в жизнь, и эту идею вы будете продвигать, и продвигать очень усиленно и серьезно. Продвигать какое-либо дело, заниматься какими-то новыми делами лучше до 20 числа. С 20 числа и по где-то 15 ноября я вам не советую начинать что-либо новое. И это кармический такой вот судьбоносный момент будет. Далее вам выпадает рыцарь кубков. Рыцарь кубков говорит о какой-то информации, которая придет к вам очень быстро, и вы будете на нее очень эмоционально реагировать. Также по рыцарю кубков, может быть, вам кто-то сделает предложение руки и сердца. Может быть, у вас будут какие-то эмоциональное разрешение ситуации. Ну и также, если в негативе рассматривать, то тройка жезлов вместе с рыцарем кубков говорит о том, что вы можете узнать о любовном треугольнике. А может быть наоборот, этот любовный треугольник у вас уже разрешится. То есть вы уже поставите точку в этих отношениях и будете смотреть по перспективе, что дальше вас ждет в любовной сфере. Далее десятка мечей. Десятка мечей говорит о том, что вам мог или может кто-то сделать в физическом плане или в духовном таком плане. Больновато. Может быть, вы кому-то сделали больно. Может быть, какая-то ситуация вас может расстроить, огорчить. Может быть, вы кого-то огорчили. По десятке мечей в плане здоровья я бы вам рекомендовала обратить внимание на спину, позвоночный столб, ноги и также шею и голову. Может быть, стоит проверять на этой неделе артериальное давление. Может быть, ваше эмоциональное состояние будет влиять и на физическое тело, поэтому нужно контролировать свои эмоции и, как я всегда говорю, все направлять в правильное и нужное русло. Не нужно каждый раз огорчаться и нагнетать. Каждый смотрите по своей ситуации, у нас у всех разные ситуации. Я выложу дополнительную карту, и карта умеренности. Умеренность вообще у нас говорит о балансе эмоций. Скорее всего, нету такого баланса. У вас из крайности в крайность может быть. То вы вроде бы как на подъеме, то как-то вот что-то мешает вам. Из-за негативных установок может на физическом уровне уже проявляться какие-либо проблемы. Но по тройке жезлов и рыцарю кубков вы способны их решить. Может быть, вы считаете, что в вашей жизни есть некая стагнация. Так вот, точно так же по рыцарю кубков и тройке жезлов вы способны из нее выйти. Главное настроить себя на позитивный лад. Может быть, вы чувствуете, что ваши отношения в браке или, может быть, в принципе отношения, они никуда не двигаются.
и вам от этого плохо и больно. Ну, я еще раз повторю, что вы способны решить эти проблемы. Далее я выложу карту из метаморфического Таро, которая будет указывать на то, какие перемены в принципе вас ждут на этой неделе. И это карта «Путь». Путь – это дальнее следование. Путь, кстати, в ночи, потому что здесь Луна у нас горит. Вы можете найти выход из любой сложившейся ситуации. Вам укажут дорогу, куда вам нужно следовать. То есть ваше мышление, ваше подсознание, оно вам может играть только на руку. Может быть, у вас будет вещий сон. Может быть, вы узнаете какую-то тайну. Ну что хочу сказать, по такому раскладу унывать не стоит. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на группу Эра Скорпиона. Если кому-то интересны личные консультации, ссылочку оставлю в описании и пишите мне ВКонтакте. Кому интересно, подписывайтесь на канал. И большое вам спасибо за просмотр. Пока-пока!